Андрей Марков подошел к окну. Напротив дома стоял автомобиль. Это была старая «Вольво» оранжевого цвета. Эта машина приезжает сюда третий день подряд. Водитель авто – мужчина лет 30-35, спортивного телосложения, всегда открывал капот и заходил в автосервис, расположенный рядом. Машина приезжала в обед и уезжала поздно вечером. Что все это время делал мужчина, оставалось загадкой. По крайней мере для Андрея. «Вольво» была похожа на ту, которую он встретил на дороге. Скорее всего, это была ее сестра-близнец из одной серии. Андрей задумался. На него нахлынули воспоминания. Как раз 3 дня назад он сильно опаздывал на день рождения своего лучшего друга Сашки. Все должны подойти к 7 часам вечера. Нельзя опаздывать. На своем БМВ он несся по трассе, но в одном месте попал в пробку. Она образовалась из-за такой же «Вольво», что сейчас стоит во дворе напротив дома. Она ехала очень медленно, даже слишком, чтобы не попытаться ее обогнать, несмотря на поток встречных машин. Андрей уже попытался ее обогнать, но стоило ему набрать скорость для обгона, как «Вольво» ехала быстрее. Водитель автомобиля словно издевался над ним. Пытаясь в очередной раз совершить обгон, Андрей вне себя от злости заорал: «Убери свой гроб на колесах, козел!» Но водитель «Вольво» только сильнее прибавил скорости. Андрей вдавил в пол педаль газа и начал обгон. Дорога в этом месте совершала поворот. Из-за него на большой скорости вылетела фура навстречу БМВ. Андрей резко крутанул руль вправо и подрезал «Вольво». У водителя «Вольво» было небольшое пространство для маневра с правой стороны. Однако он почему-то вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Сильный удар, взрыв, груда искореженного металла и запах горелого человеческого мяса. Ничего этого Андрей уже не видел. Он опаздывал. На день рождения он успел, все прошло отлично, было весело и прикольно. Домой Андрей вернулся около часа ночи. Как только он зашел в квартиру, раздался телефонный звонок. Он ответил: «Я слушаю, кто это?» «Ты следующий», – прохрипел голос трубки, и раздались короткие гудки. Что произошло дальше, Андрей не помнил. Очнулся он в темноте, было холодно и чем-то страшно воняло. На него накатила волна страха. Затем он услышал чей-то голос и открыл глаза. Андрей находился в какой-то комнате без окон. Он лежал на вонючем матрасе на старой металлической кровати. Кроме нее в комнате был еще стол, на котором стоял старый дисковый телефон. Напротив него стоял человек. Вернее, все, что от него осталось. Полусгнивший, смердящий труп. «Вот мы встретились», — сказал мертвец. Тошнотворный запах накатил на Андрея и его вырвало. «Ничего, скоро привыкнешь», — страшно улыбнулся мертвец. «Что я здесь делаю? Где я?» — прохрипел Андрей. «Это не важно, где ты. А вот что ты здесь делаешь, я объясню тебе. Ты сказал запретные слова. Гроб на колесах. Тот, кто их произносит, становится виновником аварии на дороге и попадает сюда. Мы следим за этим. Выясняем, кто владелец автомобиля, и доставляем сюда». «Куда сюда? Кто это вы?» – с трудом прохрипел Андрей. «Это не важно. Называй это место как хочешь. Я всего лишь исполнитель. Есть и другие. Всего тебе знать не нужно. Для тебя главное понять, как отсюда выбраться, если тебе это нужно». «Конечно, нужно». Андрей задыхался от нестерпимой вони. Он дрожал от страха. Пот заливал глаза. «Тогда звони своему другу. Его, кажется, Сашкой зовут». Труп усмехнулся. «И скажи ему вот эти слова. Ты следующий. И что тогда? Тогда ты вернешься назад, домой, в свою жизнь. А друг займет твое место.
А если я откажусь? Тогда будешь здесь гнить вместе со мной. Когда-то и я был на твоем месте и отказался. Видишь, кем я стал теперь? Для меня уже нет пути назад. А перед тобой еще есть выбор. Или ты хочешь стать исполнителем? Нет, испуганно произнес Андрей. Я согласен. Тогда звони. Андрей встал с кровати и на слабеющих ногах подошел к телефону на столе. «Звони», — повторил мертвец. Андрей набрал Сашкин номер. После нескольких длинных гудков в трубке щелкнуло и раздался голос. «Я слушаю». «Ты следующий», — прохрипел Андрей в трубку и потерял сознание. Очнулся Андрей в кабине «Вольво». Автомобиль стоял на обочине дороги. В замке зажигания торчал ключ. Андрей завел двигатель, и машина медленно поехала по дороге. Находясь в состоянии транса, Андрей с трудом понимал, где он находится. За «Вольво» уже выстроилась очередь из машин. Встречный поток автомобилей не давал возможности ее обогнать. Но Андрей этого не понимал. Наконец его сознание прояснилось, и он понял, что нужно срочно освободить дорогу. В это время белая Ауди пошла на обгон, и Андрей узнал в водителе своего друга Сашку. «Убери с дороги свой гроб на колесах, идиот!» – донеслось до Андрея. Сашка его не узнавал. «Сашка, это я, Андрей!» Но друг его не слышал. Он просто прибавил скорости и пошел на обгон, вылетев на встречную полосу. «Сейчас же будет поворот, а там фура!» Пронеслось в мозгу Андрея, и он резко нажал на тормоз, желая уступить место на дороге. Но машина его уже не слушалась. Руль сам повернул налево, и «Вольво» влетела под удар многотонной фуры. Опять темнота и нарастающий звук. Этот звук сверлит мозг. Как больно. Нет сил терпеть. Андрей с трудом открыл глаза. «Где я?» Он осмотрелся. Его комната. Солнце светит в окно. И этот звук. Черт, да это же в дверь звонят. Андрей встал с кровати и подошел к двери. «Кто там?» «Да открывай уже дверь, Соня!» Это был голос Сашки, его друга. Андрей быстро открыл дверь. На пороге стоял Сашка с удочками. «Ну и видок у тебя. Что, опять тот же кошмар снился?» «Опять!» – обреченно вздохнул Андрей. «Стою у окна и вспоминаю аварию. Потом мертвец». «Ясно», – качнул головой Сашка. Содержание кошмарного сна он слышал уже не один раз. «А где твой БМВ?» «Да вчера махнул, не глядя, со знакомым. На неделю по доверенности. На пикап. Мы же на рыбалку собрались. А в нем как-то получше будет». Хозяин машины даже смеялся. «Зачем тебе мой гроб на колесах нужен? Тебе бы к врачу сходить, а то выглядишь совсем неважно. Ладно, давай собирайся, а я пока телек посмотрю». Сашка включил телевизор и уселся на стул. Диктор читал новости. Сегодня ночью произошла страшная авария. Водитель БМВ не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. 2 человека погибли на месте аварии. Еще один скончался в больнице. Водитель автомобиля скрылся, бросив машину. По уточненным данным, владелец БМВ Андрей Марков. Ведется расследование происшествия. И о погоде. «Выключи!» Бледный Андрей стоял у телевизора. Его трясло от страха. На столе зазвонил телефон. «Слушаю», — с обреченным видом ответил Андрей. «Ты следующий!» Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.